Привет, меня зовут Вика, это видео жизни в маленьком американском городке. Последние 10 месяцев я прожила в маленьком пригородном городке в штате Нью-Джерси, в 45 минутах от Манхэттена, от Нью-Йорка. Мы с мужем прожили 6 лет в Лос-Анджелесе, но в период пандемии прошлым летом решили взять тайм-аут от Калифорнии и временно переехать в дом родителей мужа в Нью-Джерси. Меня всегда интересовала тема, что такое пригородная американская жизнь. Рассказываю. Городок действительно очень маленький, с населением всего лишь 22 тысячи человек. Здесь в свое время снимали парочку голливудских фильмов, в том числе фильм с Эштоном Кутчером «Guess Who» и фильм с Заком Браффом «Garden State». Как вообще выглядит городок? В основном это частные дома. Много домов. Здесь как-то не принято отгораживаться от соседей, поэтому больших заборов между домами нет, разве что невысокие и декоративные. В городке царит порядок, чистота, покой и безопасность. У городка есть так называемый даунтаун. Это там, где самые востребованные бизнесы, рестораны, кофейни, все что угодно. В Крэнфорде позаботились создать места для быстрого отдыха за пределами парков. В даунтауне разбросаны беседки и разноцветные стулья, где можно поиграть на пианино или выпить свой кофе. В атаках 11 сентября Крэнфорд потерял 6 из своих резидентов, которые работали в башнях-близнецах. В даунтауне установили специальный мемориал, где каждый год отдают дань памяти погибшим. У мемориала 6 столбов, символизирующие каждого из 6 жертв. По городу, как в кино, ездят желтые школьные автобусы, развозящие детей. На пешеходных переходах у школ работают волонтеры, помогающие детям безопасно переходить дороги. На весь городок есть одно почтовое отделение, 1 кинотеатр, 1 библиотека, 1 поле для американского футбола, 2 Старбакса, 3 мясные лавки, 6 прачечных, 7 салонов ногтей, 8 школ, 9 банков, 10 церквей и 12 парков. Но что удивительно, в Крэнфорде около 50 ресторанов. Вообще в Америке очень сильно развита культура хождения по ресторанам как-то с детства. Помимо американской кухни есть мексиканская, японская, индийская, китайская, сирийская, ливанская, греческая, итальянская, французская и ирландская. Самое интересное, что нет ни одного продуктового магазина. Если тебе нужно за продуктами, то ты едешь в другой городок. Большинство пригородных городов в Америке, они расположены друг над другом буквально. То есть ты идешь по улице и даже не понимаешь, что оказался уже в другом городке. То есть ты, по сути, никогда не привязан к своему городу. Ты постоянно то в одном городке, то в другом городке. Прелесть многих городков в Нью-Джерси – это их приближенность к Манхэттену. Огромное количество людей, которые работают в Нью-Йорке, на Манхэттене, а когда заводят семью, они решают переехать в Нью-Джерси, либо в другой, чуть более дорогой штат Коннектикут. Фишка в том, что, например, за $1 миллион ты можешь купить двуспальную квартиру с маленькой кухней и без балкона на Манхэттене, либо огромный трехэтажный дом с большим задним двором в Нью-Джерси. Нью-Джерси отлично соединен с Манхэттеном общественным транспортом, либо можно на поезде, либо на автобусе добраться за буквально чуть меньше часа. Несмотря на то, что Нью-Джерси очень хорошо соединен с Манхэттеном общественным транспортом, тем не менее в самом городке общественного транспорта нету, поэтому машина здесь необходимость. Большинство американских семей, как правило, имеют по 1, по 2, по 3 машины. Одним из наиболее комфортных для меня способов передвижения по городу были велосипеды. Наличие большого количества пустых улиц позволяло наслаждаться атмосферой и простором. Давайте
Давайте разберем парочку бытовых вопросов, например, почта. Вообще в Америке почта приносится на дом, вне зависимости от того, заказное это письмо или огромнейшая коробка. Если тебя нет дома, то коробку оставляют прямо рядом с входной дверью. Удивительным образом здесь сложилось доверие к тому, что твои коробки не сопрут. Как вообще устроен стандартный американский дом? Ну, это либо 1, либо 2, либо 3 этажа. Вот такие дома – это исключение, а не правило. Все же куда чаще встречаются такие домики, поменьше и поскромнее. Так называемый front porch, или по-русски крыльцо, это очень такая стандартная американская часть дома, где очень часто можно встретить садовую мебель, и люди любят просто так по вечерам выходить, сидеть, махать своим соседям, пить вино. На своем заднем дворе американцы часто по выходным делают гриль, или так называемый барбекю. Барбекю на заднем дворе с семьей и друзьями особенно популярны на День независимости в июле, День памяти в мае и День труда в сентябре. С большим удовольствием здесь празднуют Хэллоуин. Дома вовсю украшаются тыквами, декоративными скелетами и могилами, паутинами, ведьмами и привидениями. Надеюсь, вам понравилось узнавать про маленький американский городок под названием Крэнфорд. Спасибо огромное, что смотрели это видео. Пожалуйста, поддержите его комментарием или кулачком вверх. И до новых встреч. Пока.